Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но хотелось бы аналогию, два слова провести с планетарными событиями и как раз лунные кармические узлы. С 18 июля меняют свои знаки. И если прежде это был у нас ось, точнее была Телец и Скорпион, то теперь Овен и Весы. И самый главный, приоритетный северный узел, и он находится в знаке Овен. И кто такой у нас Овен? Это импульсивность, это жажда к победе, это свобода и свобода выбора, это яркая индивидуальность, а проигрывающая сила как раз дипломатия, гармония, то, что в лице весов. Поэтому где-то вот как раз дипломатии может не хватать. Но в хорошем смысле проигрывается смена этих лунных узлов, когда мы больше обращены к собственной индивидуальности или каким-то собственным проектам. Для нас это будет в приоритете. И может быть то дело или ту мечту, которую мы долгое время откладывали на потом, вполне наступило время что-то совершить. Но дело все в том, что не только лунные узлы меняют направление, и у нас добавляется много вот этой горячей страстной энергии. Но у нас еще и Венера находится в знаке зодиака Лев, и она с 23 числа как раз будет ретроградной. И тут события из прошлого. А Венера это у нас где-то ось отношений и финансы. Вот какие-то истории, они могут выйти на первый план. И если к той Венере в конце июня присоединялась черная луна или Лилит, черная луна и Лилит это не планета, это дальняя точка орбиты Луны, но так или иначе по подсчетам, конфигурациям с планетами она оказывает на нас на всех влияние. И это то зазеркалье, которое дремлет какое-то время, а потом по принципу тайное всегда становится явным, вот появляется на поверхность. Это могут быть вопросы, которые где-то мы утаивали, это может касаться и людей, это может касаться вообще какого-то более грандиозного масштаба и социума, то есть это проигрывается. Но если мы говорим, в конце июня Лилит присоединялась к Венере, а теперь она у нас присоединится к Солнцу. И Солнце это другие энергии, это где-то наше эго рвется наружу. Мы во что бы то ни стало хотим что-то сделать по-своему. Я не имею в виду конкретно вас, но мы живем среди людей, и какая-то еще другая обстановка, она может тоже создаваться так в целом. Обстоятельства, они могут как раз напоминать, что какой-то вопрос, который не был прежде решен, он словно активизируется с новой силой. С марта месяца у нас Сатурн вошел в знак Рыбы, позже в мае месяце Юпитер вошел в знак Тельца. Как Сатурн, это структура, порядок, какая-то иерархия, так и находясь в знаке Тельца, Юпитер это тоже провластная планета, которая стремится к какому-то порядку. И здесь уже заложились предпосылки еще в начале года, я уже не говорю про Плутона, который в ваш знак заходил, предпосылки, когда отстраивается действительно какая-то новая реальность. И есть какие-то обстоятельства нашей жизни извне, которых мы не изменим, но они будут именно влиять на нас. Могут быть самые необычные новости, и может быть какая-то турбулентная обстановка вокруг вас. Поэтому себя мы бережем с собой, не рискуем. Много вот этой, повторюсь, горячей и страстной энергии. Поэтому точно какие-то авантюры в этот период лучше даже и не начинать. Они как будто нам говорят, рано или поздно тайное все равно станет явным. И надо сказать, что 23 июля у нас Венера уходит, помимо того, точнее, что у нас Венера уходит в ретроградное движение, так 23 июля еще и Меркурий у нас встречается с этой Лилит. То есть получается в конце июня Лилит и Венера соединение. 19 июля, но это может и за неделю раньше проигрываться, Лилит присоединяется к Солнцу.
А 23 июля присоединяется Лилит к Меркурию. Меркурий отвечает за информацию. И, кстати, за системы расчета, вот за интернет, электронные системы расчета. И мы все знаем, что периодически они дают сбой, поэтому вот будьте аккуратны. А если мы сказали, что Венера — это у нас ось отношения, финансы, то тут с учетом вот этих всех планетарных событий есть риск, да еще этой черной луны, есть риск потратить сумму, буквально, знаете, как лишиться ее. И поэтому всяческий финансовый риск должен быть исключен. И также мошенники тоже где-то не дремлят. Это желание поиграть на чувствах или словно дать какой-то, может быть, фейк, который, знаете, вызовет ажиотаж. Но тоже это кем-то может быть продумано. Поэтому, ну, где-то держитесь в фарватере холодных мыслей и логики, и рационализма, чтобы уметь увидеть, что есть по факту и что я только что услышал. То есть вот разница может быть. Ну, давайте мы узнаем, что на картах. И не всегда карты говорят или подтверждают то, что нам сказали по планетам. Конечно, плюс у каждого своя какая-то история. Я надеюсь, ваше шестое чувство какую-то аналогию между астрологическим прогнозом и между прогнозом по Таро проведет. И вы для себя какой-то пазл сумеете сложить. Или поможет принять какое-то решение. Итак, что придет в мою жизнь? А что уйдет? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? И достанем 3 карты, это как событие. Может быть, оно и одно, а может быть и 3, и как-то взаимосвязаны. Сейчас узнаем, что придет. Вот для вас как будто туз кубков, радость, удовольствие, вдохновение, что-то вы сделали очень правильно, позитивный в целом период. И, может быть, вы, мои дорогие водолеи, вы умеете как раз, интеллектуалы, вы умеете работать с информацией, и, может быть, вы сумеете, правда, оценить очень правильно, что есть сейчас на повестке дня. Или это может быть предложение, поскольку кубок, он подразумевает, конечно, какую-то радость в виде чувств, но это может проиграться в любой сфере. Мы можем точно так же радоваться, восторгаться, что у нас получилось какое-то дело решить. Или мы получили, может быть, какие-то перспективы по работе, или по бизнесу, или как в семье какая-то радостная новость. Ну, у каждого как-то по-своему, но есть повод для радости, как будто радость, мои дорогие, приходит в ваш дом, на ваш порог. Может быть, какая-то новость такая, которая откроет совершенно новые перспективы. А для кого-то из вас может быть, знаете как, вплоть до переезда. У нас голубь как будто вылетает из этого кубка, и даже если прежде вы куда-то не собирались, тут вы, ну, так сложились или сложиться могут обстоятельства, что вы решитесь, может быть, куда-то и отправиться. Но это не для всех, но иногда такое тоже проигрывается. Может быть, это и отпуск у кого-то, и так сложится событие, что я могу вполне его себе позволить, пусть на 2-3 дня, но могу. А что уйдет? Уйдет какая-то игра с деньгами, может быть, уйдут финансовые проблемы, уйдет какая-то неопределенность, хотя по этой карте, знаете, это легкость на подъем. Поэтому, ну, может быть, если для кого-то из вас был очень активный период до того, до июля или хотя бы в первую половину июля, здесь ведь по этой карте, знаете, своего рода такая вот неразбериха, когда мы играем буквально как и пентаклями, так мы играем какими-то новостями, когда мы, ну, где-то не относимся ни к чему серьезно. И по этой карте ничто так не постоянно, как перемены нам говорят. И вот, видимо, в пространстве для вас что-то будет понятно. По крайней мере, по вашим задачам и вопросам вы с чем-то можете определиться. Хотя сказать, что меньше будет информации или как-то, ну, обстановка поменяется на какую-то стабильность по этой карте я тоже не могу. Настраиваться на покой точно не время. Радости есть, безусловно. Но сказать, что вот так вот потом все замерло, нет, наверное, так не произойдет. Чем дело кончится? У кого-то это проиграется как новое обучение, новые способы заработка, получения должности.
или, может быть, вы будете учить язык. Вот тут, чем бы мы ни занимались, мы как будто потом впоследствии улучшим свое материальное положение. Или если мы применяем какие-то знания, ищем какие-то знания, у кого-то это может быть буквально «мне нужно изучить законы, которые поменялись вот в последнее время». Для кого-то это изучение языка, чтобы переехать. Для кого-то по вашей специальности это курсы, может быть, повышение квалификации. Вот чего бы ни касалось, как будто деньги в рост. Но есть еще и такое значение, когда мы проходим вот тот кармический урок или своего рода жизненный экзамен. Словно один этап нашей жизни заканчивается, мы сдаем, может быть, так можно сказать, иносказательно этот экзамен, завершаем, значит, точно, с учетом то закупков какой-то результат вы получаете, он вас радует. И есть как и вдохновение, так и желание. Тут ведь у нас адепт показан на карте, который глаза закрыл, с упоением что-то изучает. Ну вот где-то и мы будем также вдохновлены каким-то новым делом и приступим буквально. Тут дело не кончается, тут продолжается, но в новом качестве. Чем сердце успокоится. Еще раз нам карта добавляет, я могу предположить вот эти все значения по карте восьмерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Работай, у тебя все получится. Вот она так звучит. Нам уже показан профессионал, а тут предыдущая карта как раз нам говорит о смене статуса, как будто, да, тут вот именно проходит. Ну, у кого-то через личную жизнь может проходить смена статуса, но у кого-то и перспективы все-таки по работе, как получить новую должность или начать бизнес. Может быть, вы его уже начали, значит, получите какой-то как и результат, и какие-то выводы уже можете сделать, да, что более прогрессивно работает, от чего мне отказаться. Ну, вот так вот более рационально. Есть успех как на профессиональном поприще, есть успех как и в самовыражении, так и в изучении чего-то нового, а главное, вдохновение. Прекрасно. Что скрыто? Снова деньги. Можете и вы, кстати, скрыть какую-то сумму, вполне вероятно, но я бы сказала, что карты нам даже советуют деньги приберечь на какой-то последующий период. Девятка, мои дорогие. Водолея, и 9 это всегда по нумерологии преддверие перемен. И хотя нам сказали, что быстро каких-то повторяющихся или частых каких-то изменений, может быть, во второй половине июля будет меньше, но все равно перемены, они не исключаются. То есть вы уже какой-то экзамен проходите, ну, так иносказательно говоря. А кто-то буквально экзамен какой-то сдает, может, права получает. Ну, то есть у кого тут бесконечные варианты. И нам говорят о том, что деньги как будто нам в последующем именно понадобятся, потому что что-то будет в пространстве как изменяться. И, может быть, для продолжения какого-то нашего проекта или для того, чтобы мы попросту себя более уверенно чувствовали. Ведь деньги не что иное, как способ взаимодействия с миром. Поэтому нам просто карта говорит, какую-то сумму ты должен сохранить, как будто скрыть. Я бы не сказала, что это от вас кто-то скрывает деньги, потому что нам показали вас как раз более ресурсного. И тогда я могу предположить, что у вас должно быть, как в материальном плане, все под контролем. Не должно быть призрачной какой-то удачи. И более того, должен быть как какой-то неприкосновенный запас финансовый на будущее. Каковы события? Ну вот, наверное, поэтому. И на этом сюрпризы не кончаются. Какая-то новость словно врывается к нам в жизнь. И где-то она нас может развернуть в сторону прошлого. Какая-то история уже случилась, произошла. И прежде были какие-то разочарования со знаком минус. То есть ситуация закончилась, а какие-то чувства, ощущения, разочарования, они могли запасть нам в душу. И, наверное, задача этого периода будет в том, чтобы развернуться вот к этим полным двум кубкам, которые стоят за спиной. По сути, сделать вот такой реверанс на 180 градусов, сделать какой-то правильный выбор и продолжить путь дальше. Вот правда, вы будете стоять на выборе. Вот нам сначала говорят и радость, и все у нас тут как раз складывается так неплохо. И, может быть, поэтому нам говорят деньгами в каком-то проекте, как будто мы не должны вложиться. Если
в последующем нам, может быть, придется куда-то поехать или как-то подкорректировать свои планы, потому что приходит какое-то внезапное известие, событие, и нам придется без сожаления, отбросив все эмоции, хладнокровно, причем самим вам, мои дорогие водолеи, принимать решение по двойке мечей – это мы всегда сами, мы не слушаем советов со стороны, мы не, кстати, по поводу каких-то фейков или ложной информации. Вот она нас не должна тут обескуражить или ввести в какое-то заблуждение. Поэтому нам и девушка, кстати, показана, которая глаза завязала, ну и на уровне ушей у нее эта повязка. Ее ничто не должно отвлекать от принятия какого-то очень важного решения. Вот решение будет внутри вас, и вам его придется делать. Ну а поскольку двойка мечей – это как мы на развилке, нам придется выбирать свой дальнейший либо путь, либо как нам действовать. Но я бы сказала, отчасти ведь это прощание с прошлым, правда? Когда мы в прошлое закрываем дверь, мы просто разворачиваемся и идем совершенно в другую сторону. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.